хорошо. Да. Чувствует они удары Алексей. Алексей Жовнерев продолжает Андрей. Наматывается Мансур, дальний руки, сразу Андрей подхватывает. Да просто интересно, типа, подраться, чтобы без каких-либо последствий еще и за это получить какой-то гонорар, медийность. Ну, и все, как все, наверное. Вообще начал заниматься спортом, когда увидел бои Макгрегора. Он подобает вообще очень сильно. Родные, близкие, друзья, в принципе. Много кто еще так писал просто, там, подходили лично. Он работает левой очень сильно. Двигается. Ну, боксер. Давайте этот бой проведем, а дальше посмотрим. Будем драться с ним, а не боксировать. Поддерживать город Караганда, друзья, родные. Соперник опытный, хороший. Провел 5 боев. Мне нравится Джастин Гейджи и UFC, который дерется. План на бой – держать дистанцию, повыше руки. Поприветствуем первого бойца. Владислав Кондратюк по прозвищу Кондрат. Влад – это настоящий герой, который дошел до 1/4 гран-при легкого веса, будучи легче всех своих оппонентов минимум на 10 килограмм. Несмотря на поражение, Влад по-настоящему счастлив, что возвращается в привычную для себя весовую и настроен навязать серьезную конкуренцию в погоне за чемпионский титул. Представляет город Житомир, его рост 180, вес 60, и ему 20 лет. Базовый боец ММА, который имеет в Махаче 5 боев, 3 победы и 2 поражения. Давайте встретим и поприветствуем Влада, друзья. А противостоять ему будет Абылай Шейкен по прозвищу Доминатор. Самый легкий боец нашей организации, с далеко не легким ударом, который уже отправлял на пол Пашу Павлова и куницу Влада. Первый заход Абылай за титул не увенчался успехом, ведь на его пути стал Пашаев Рустам по прозвищу Русио.
Однако сегодня Доминатор настроен эффектно вернуться и вновь показать всем свои чемпионские амбиции. Представляет город Караганда. Рост 175, вес 56 и ему 23 года. Базовый боксер, КМС по боксу. Также имеет опыт выступления по ММА и грэпплингу. Давайте поприветствуем нашего гостя и поддержим. Бойцы на середину. С правилами уже ознакомлены, слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Красивый, кулачный, честный бой. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Кондрат, в желтых тейпах у нас Доминатор. Доминатор пошел вперед. Сразу начинает. Поддавливает, раздергивает. Но Кондрат пошел сразу в контрдействие, через ручку кинул. Как быстро работает на руках сейчас Доминатор. В принципе, как и работал до этого. Но как встречает его Кондрат? Отлично. Очень хорошо. Серийную работу, корпус, голова, все как надо. Делает Все по классике, фэншую. да, делает по классике, прям чувствует работу вторым номером, уклонился и ответил. Доминатор такой давит его, поддавливает, но ты знаешь, Кондрат не очень... дает спуску. Ты посмотри, какой жесткий. Но это пока первый раунд, ребята проверяют друг друга, проверяют скоростя, потому что мы видим его Доминатора и его Кондрата очень хорошие. Да, удары. хороший. Доминатор догоняет через руку. Да, вот это Кондрат... вновь это дерзость от Доминатора. Бой! То, как он выходил на свои поединки, это запомнилось, конечно, его маска, этот флаг. Вот, но не изменяет своим традициям. Ох, как сейчас натыкается на джеб сейчас. Кондрат пытается, да, в клинче спастись. Так, где должен быть прогиб, проход в ноги. Прогиб. Прогиб. Так, мы видим, что вновь Работа. Доминатор идет вперед, Кондрат двигается. Поджимает, отлично встречает передним боковым сейчас. Хороший правый. Доминатор кинул хороший правый через ручку. Но встретил его Кондрат. Да, Кондрат встретил. Но вот как обоюдочка пока обоюдочка. Прям сильно откровенно заряжается на свою правую Доминатор. И может ты заметил, что Доминатор уже поддавливает. Константин что-то чуть-чуть, Кондрат уже просел. Не подсел, выжидает, вылавливает. Да, я думаю, выжидает, вылавливает он. Возможно, дай бог. Пошел вперед Кондрат, пошел с уклонами. Очень интересный все выставил Доминатор. Все удары видел, от всего уклонился, да. Это знаешь, что мне нравится в Доминаторе? Он всегда сконцентрирован максимально. Руки на месте, постоянно, всегда. Вновь навалился. И ничего, у нас концовка первого раунда, дорогие друзья. И мы видим, насколько сконцентрирован Доминатор. Кондрату сейчас, конечно, очень сложно под конец раунда. Да, встретил хороший поединок, хорошие два быстрых, шустрых бойца. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, второй раунд у нас противостояние Кондрата против Доминатора. Доминатор снова атакует. Не да, атакует, центр, поддавливает, забирает. занимает центр. Вот. Работает джебом. Пока кружит. Джеб, не достает да. пока джебом, но мы видим, что большинство его акцент это правое. Ты смотри, оттянулся и снова джебом встретил и достал. А здесь провалился. Провалил его и пошел. Провалился Доминатор, но тут же среагировал, зацепился одной рукой за корпус. И видишь, как грязный бой. Грязно работает возле мешков. Грязно работает возле мешков. За удар после команды «Стоп». Бой! Так, кто-то ты слышал там? Да. Сделал для Саши предупреждение. Видно было, что да, немного нарушил так правило. Сработал некрасиво, но мы понимаем, что в пылу поединка. Адреналинчик-то подскакивает. Да, адреналинчик-то подскакивает. Хороший удар в корпус Кондрат сделал. На опережение сработал. Сильно. Они сейчас чуть-чуть поубавили темп вдвоем. Но все равно Доминатор немножечко более поактивный, но Кондрат контролирует уклончики. Смотри, как активненько работает. Но закидывает двойку, куда все же попадает Доминатор. Мне кажется, сейчас ушел. Кондрат все-таки ушел. Нам с этого ракурса видно, как он ушел. А сейчас, видишь, ушел и пошел работать в корпус. Видишь, проваливает. Знаешь, Доминатор пытается достать и проваливает. Ох, сейчас хорошо переднее боковое исполнение Кондрата, но мы видим, что и немного и Доминатор начинает неуверенно стоять на ногах. Да.
Ну, подсели ребята. Да, Активный подсели бой, ребята, активный бой. очень. Они не выжидают, а очень активно работают. Высокие скоростя, я думаю, даже вот такие в периодах паузы они все равно работают корпусом, Качаются влево-вправо, тем самым кончаются сил, ты хотел сказать, правильно? Да. Немного оговорился, но тем не менее. Застаивается. Да, застаивается, но мы видим, все равно продолжает первым номером работать доминатор. И как сейчас подавил. Но Константин облокотился и отдыхает. В стиле Мухаммеда Али, который работал на канатах, работает сейчас. Здесь нужна работа в корпус, правильно. Корпус и голова. Здесь нужно работать в корпус. Доминатор тоже выжидает. Этого и ждет. Ждал Кондрат. И Хорош! как жестко встречает. Обоюдная встречка. Обоюдная, причем хорошая обоюдная. Бойцы, 5 секунд, готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Третий раунд, время, бой! Заключительный раунд, дорогие друзья. Противостояние доминатора против Кондрата. Вновь первым номером у нас пытается работать доминатор, накидывает передней рукой. Джеб. Доминатор уходит вниз, хотел апперкоте закинуть, но не достал. Кондрат филигранно занес этот апперкот, но не совсем довел до цели его. Проваливается, не достают. Проваливается. Когда достают, когда не достают. Очень... У Кондрата больше антропометрии. Мы видим, что сейчас он начинает ей пользоваться, потому что не такой быстрый уже доминатор. Застаивается, проваливается, и на этом его подлавливает Кондрат. Включает корпусом. Видим, что четко вылавливает и выцепляет Кондрат на ошибках. Да, выцеливает. Уклон и пошел вперед. Уклон, но если бы сейчас сработал двойкой Кондрат, я думаю, было бы весело доминатору. Но дядя Саша у нас применяет грубую силу. Да, потому что доминатор не хочет отклеиваться. Он продолжает, хочет драться даже в клинче. Доминатор очень активный парень. Очень сложно ему сейчас подобраться. поддавливает. Но Кондрат все видит и работает довольно-таки хорошо. Сложно доминатору подобраться. В корпус. Работа в корпус хорошо пошла. Ну, плюс и переводит на голову. Ну, посмотри, у доминатора нет цели, не достает до цели. Кондрат все удары, почти все удары блокирует. Но сейчас перешел в корпус. Доминатор начал доставать немножечко. Ну, для Кондрата оказалось это не помеха. И снова, через руку правой прямой, на опережение. Не успевает доминатор даже дотягиваться своими ударами, хотя вот в первом раунде он четко попадал по Кондрату. Взрыва больше, скорости было бы больше, но мы видим, что даже с учетом того, что Кондрат выдохся, он все равно угадывает все комбинации и удары от доминатора. Мало работает Кондрат. В основном все парирует, блокирует, да. Вот сейчас я думаю, если он сейчас включится под концовку третьего раунда, возможно, ждет команды. Вот она. Вот здесь нужно взрываться, ребят. Здесь нужно взрываться. Вот и я думаю, вот эта правая, которая могла долететь сейчас доминатору. И только посмотрите, как заканчивается этот прекрасный поединок. Доминатор против Кондрата. Поднял руки вверх. Доминатор уверен в своей победе, хотя я не уверен. Даже если говорить, джеб пускай... Доминатор дерзко работает в одном темпе, да. Вот у него узко направлено. Джеб, и потом там какие-то серии. Все, узковато, мало. Залететь в ближнюю дистанцию, зарубиться, переломить вот так вот, знаешь, дерзостью. Итак, в данном поединке раздельным решением судей победу одержал Шейкен Абылай! Да, доминатор одерживает победу в данном противостоянии. Очень равный поединок, на самом деле, и Кондрату можно было отдать победу.
тут закрепился уже. По критериям никаким не выбирал, просто заполнил анкету и подрался первый раз, и мне понравился. Сильный, быстрый, динамичный, хороший парень, ничего плохого о нем не скажу. А там посмотрим уже, кто будет сильнее. Вся семья, и сегодня приехал тренер, друг и еще один друг. Много тренироваться. После этого будет только большой результат. Всю жизнь занимался спортом и дрался всю жизнь, соревнования, там, бывало на улице, поэтому зарабатываю на жизнь этим, это моя работа. В принципе, мы весь всех рассматриваем как соперников в будущем. Поэтому будет чемпионская гонка, я думаю, что подеремся. Хороший парень, 3 победы у него, техничный. Ну, вы знаете, тут слабых, в принципе, нету парней, которые дерутся на кулачке, это уже сильно. Поэтому максимально высоко ценю. Он молодец. Поддержит моя семья, мама, папа, братья, сестры, всем привет. Поддержит моя любимая жена Оля, ей большой привет. Близкие парни, друзья, все тепло относятся к моему занятию, все поддерживают хорошо. И поприветствуем первого бойца. Ладо Курмашвили по прозвищу Мороз. Ладо – один из главных претендентов на титул весовой до 65, который допустил ошибку в прошлом поединке и потерпел первое поражение от бойца, которого вы уже сегодня видели, Тимошенко Константина по прозвищу Киевский Дьявол. Сегодня Ладо ждет очередное серьезное испытание. Однако я ни на секунду не сомневаюсь, что он провел работу над ошибками и подготовил несколько сюрпризов своему оппоненту. Представляет город Сумы. Его рост 178, вес 64, и ему 22 года. Базовый боксер, КМС по боксу, мастер спорта по рукопашному бою. За своими плечами имеет 4 поединка в Махаче, 3 победы и 1 поражение. Давайте встретим и поприветствуем Ладо. А противостоять ему будет Леонид Горенко по прозвищу Ледяной. Один из самых ярких представителей боксерской школы, чьи удары наносят сокрушающий урон своим противникам. Каждый новый бой Лени – это потенциально бой вечера. За своими плечами имеет 2 поединка, 1 победу и 1 поражение. Представляет город Винница, его рост 176, ему 28 лет. Он базовый боксер, КМС по боксу, многократный чемпион Винницкой области по боксу, а также призер чемпионатов по универсальному бою. После длительного перерыва Леня возвращается в наш мешкогон. Давайте поприветствуем его и поддержим. Бойцы на середину.
правилами ознакомлены. Главное правило, слушай моей команды, после команды «Стоп» не работаем. Красивый, честный, кулачный бой. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тэпах у нас Мороз, в желтых тэпах у нас Ледяной. И несмотря на их прозвище, я уверен, что... Будет сейчас жарко. Сейчас будет жарко. Очень жарко. Аккуратненько работает. Да, Ледяной открытой ладонью держит. Смотри как. Открытый ладонь. Работа будет с блоками, значит. Максимально сконцентрирован. Да. Мороз не спешит. Уходит. Очень аккуратно работает. Смотри, Ледяной поддавливает, уже забирает центр. Поджимает постоянно. Видно, что... Выжидает, хочет взорваться. Видишь, взорвался в корпус, правый пошел в корпус, левый задний пошел в корпус. Не совсем уверенно так выбросил удар Мороз. Мороз остерегается. Оп. Передний боковой так да, через немного руку. не достал. Ледяной, совсем немного не достал. Уже это, ну, наготове заряженный. Видишь, такой заряженный. Подкрадывается, как тигр. Знаешь, готов. И очень хорошо на ногах. Ты посмотри, пружинка просто. Снова на ногах максимально корпус, пробивает корпус. Сейчас пробил корпус, это было видно. И просто постоянно перед Морозом. Постоянно перед Морозом. Сейчас отлично снова слева в корпус, попытался. Посмотри. Заставляет опустить руки Мороза. Мороза не активирует. Посмотри, я думаю, даже он больше пробивает и солнечное сплетение. Да. 100%. Довольно дерзко так работает. Серийность. Нужно здесь серийность. Включить Морозу нужно серийность, потому что так он не достанет. Я думаю, оба бойцы заряжены не на то, чтобы на один удар. Видишь, снова работает в корпус. Это буквально первый раунд. Если Мороз ничего не сделает, то с дыхания будет сбито. Будет тяжело дальше работать. Здесь нужно взорваться. Сейчас пока уходит Мороз и филигранно так уходит. Да. Корпусом, а здесь достал через руку. Ледяной. И первый нокдаун у нас. 3, 4, 5, 6. Слушай, сейчас 7. Морозу нужно реабилитироваться 8, после предыдущего 9, поражения. 10. И все. Я думаю, что корпус был... пробил ты. И ты знаешь, все же выжидал, пробил, но я думал, что это будет слева больше, наверное. Он будет играть, в голову. Он играет сначала корпус, а потом как зарядит свою левую голову. Возможно, да, но не дошло до этого. Бойцы на оглашение. В данном поединке нокаутом на первой минуте 45-й секунде первого раунда победу одержал Горенко Леонид по прозвищу Ледяной. Просто получить новое ощущение, адреналин. Что в боксе, например, в кикбоксинге, в моем виде спорта, таких ощущений не получаю. Мой товарищ дрался на 3-м сезоне и очень вдохновил меня. И решил попробовать. Плана нет на бой, буду импровизировать. Соперник достаточно неудобный, поэтому буду импровизировать. Весогонка нормально, согнал 5 килограмм. Идти вперед, не оглядываться назад. И ударка, точность. Мои родные, семья моя, дети, жена, мама, папа, все, друзья, весь Казахстан, мой город Алмата. Встречаем первого бойца. Александр Чекалов.
потенциальный претендент на титул в легчайшем весе. После уверенной победы над Пахливановым Элямиром Саша выбыл на некоторое время из-за повреждений и был в стороне от чемпионской погони. Но сегодня он возвращается для того, чтобы еще громче заявить о своих чемпионских амбициях. Его рост 170, вес 59 и ему 19 лет. Базовый боксер, КМС по боксу, КМС по кикбоксингу. Давайте поприветствуем Сашу. Кстати, хочу напомнить, легчайшая весовая только у Махача есть, до 60 килограмм. А его соперником будет Арсен Тактиев по прозвищу Жаман. Обладатель одного из самых сильных ударов в легчайшей весовой, чей напор и высочайший темп ведения боя заставляет его оппонентов сдаваться под шквалом пронзающих ударов. Сегодня Арсен планирует добыть победу и постараться вернуть долг Саше за его сокомандника. Представляет город Алматы. Его рост 178, вес 60 и ему 28 лет. КМС по боксу. Давайте поприветствуем нашего гостя, друзья. Бойцы на середину. С правилами ознакомлены. Главное правило, слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Красивый, честный, кулачный бой, пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Чекалов Александр, в желтых тейпах у нас пошел вперед. Жаман. И видим, что да, вот. Жаман работает тоже на опережение. Но, и хорошо, есть преимущество в длине рук. Пошел в атаку, активно пошел в атаку. Очень дерзко работает из клинча и прям насыпает, обменивается ударами сейчас. Завелся Жаман, завелся, ты посмотри. Ох, как отбивал корпус сейчас, и это первый нокдаун. Уже у нас не прошло, и минуты не прошло уже с начала поединка. И мы видим, как приходит в себя сейчас Александр. И да, это конец боя. Какой быстрый, какая быстрая. Акцентированные были удары. У Жамана были хорошие акцентированные удары в корпус. Дерзко работает, в дерзком стиле работает представители Казахстана. И видно в каждом ударе, вроде бы казалось бы, да, вот мы отмечали, что большинство казахов работает именно первым номером. Тут на секунду показалось, что Александр взял инициативу первым, да, номером работает, но потом, как включился Жаман, это просто невероятно. Клинч, и не остановился, он не начал парировать, уходить назад, он просто начал... Он с клинча переводил, там был и апперкот, и в корпус пробивал, потом, когда уже развернулся Александр, он уже начал туда досыпать просто. Итак, в данном поединке нокаутом на 29-й секунде первого раунда победу одержал Тактиев Арсен по прозвищу Жаман.